Птица с хохолком – это свиристель. Дружная стайка упитанных сизых шариков наелась рябины и отдыхает в компании дроздов. Птицы ждут, когда мороженые плоды растают в желудке и дадут немного энергии, чтобы пережить еще один день. Яблочки рябины, так ботаники называют плоды этого дерева, свиристели глотают целиком. Именно для таких птиц рябина обременяет свои ветви тяжелыми гроздями яркого, кисло-сладкого угощения. Семена, содержащиеся в яблочках, пройдут невредимыми через желудочно-кишечный тракт птиц, и свиристели или дрозды посеют их в новом месте. Ранняя зима и снег, опустившийся на землю и ветви деревьев, не пугают птиц. Пока горят под белым снегом красные грозди рябины, живы будут и дрозды-рябинники, и свиристели. Обыкновенный свиристель получил свое имя за приятный голос. А свирель – это такой нехитрый музыкальный инструмент в виде длинной деревянной трубочки с 6 или 7 отверстиями и свистковым устройством, называемым клюв. Важно только не забывать, что свирель женского рода, а свиристель мужского. Кроме привычного мелодичного свиста, свиристели издают негромкие, скрипучие или писклявые звуки, которые слышно только с очень близкого расстояния. Для того, чтобы услышать, о чем шепчутся свиристели, мы используем большое ухо, микрофон с параболой. Кроме голосовых сообщений, свиристели могут поделиться эмоциями с товарищами с помощью языка тела. Хохол на голове – это не только отличительный признак, но и способ передать свое настроение. У взрослого свиристеля в бодром расположении духа хохолок обычно всегда торчит вверх, а потому трудно с кем-либо спутать эту птицу, особенно зимой. Даже на ветру прижатые хохолки развиваются позади затылка. У сойки, которая окраской оперения немного схожа со свиристелем, тоже есть хохолок, но обычно он прижат к голове. И лишь в моменты большого удивления или возбуждения можно убедиться, что ирокез у сойки довольно пышный. Но настоящий король среди наших хохлатых птиц – это, конечно, удод. Правда, встретить его можно только в теплое время года. То же самое можно сказать и про чибиса. Он хотя и прилетает довольно рано, но все же к зимним условиям не приспособлен. Обильный снежный покров резко сужает видовое разнообразие птиц, ведь для большинства околоводных, луговых птиц, а также многих лесных насекомоядных пернатых, теперь доступ к корму закрыт. Лишь избранные могут пережить и мороз, и зимнюю бескормицу.
Удивительно, но среди маленьких пташек есть птичка, которая может похвастаться хохолком не хуже, чем у свиристеля. Это хохлатая синица или гренадерка. В фильме про семейство синиц мы уже рассказывали, почему правильно говорить гренадерка, а не гренадерка. А сегодня мы вернемся к герою рассказа – свиристелю. И попробуем еще подумать, на кого похожи эти птицы. И, пожалуй, издали свиристели больше всего напоминают скворцов. И по размеру, и по темному силуэту, и по манере держаться в полете плотной стаей. Особенно поражает, как в таком хаосе скворцы умудряются не врезаться друг в друга. Считается, что такие плотные скопления позволяют птицам избежать атаки хищников в полете. Рискуя получить повреждения от столкновения в воздухе, сокол или ястреб не решается атаковать в центр стаи и ловит только тех, кто отстал от большинства. Этим рябинам еще есть чем порадовать дроздов-рябинников и свиристелей. Рядом проходит лыжная трасса, и я грешным делом подумал, что очередной лыжник спугнул птиц. Но через мгновение на дерево сел ястреб-перепелятник. Сразу стало ясно, почему в других частях парка рябины уже съели полностью, а тут еще висят целые грозди. Эти рябины растут на территории пары перепелятников, которые прилетают на голоса свиристелей и дроздов-рябинников, едва те увлекутся поеданием ягод. И если свиристели всегда улетают плотной стайкой, то дрозды не могут похвастаться такой же слаженной системой защиты от нападений. Рано или поздно кто-то оказывается в лапах хищника. У ястреба своя правда. Есть рябину он не приспособлен. Кроме дроздов и свиристелей, скворцы охотно целиком глотают плоды боярышника, декоративных яблонь и рябины. Даже дятлы порой могут побаловать себя кисло-сладкими плодами. Нетрудно заметить, что отдельные деревья пользуются особым спросом. Если проверить ягоды на вкус, то легко обнаружится, что все птицы предпочитают те деревья, на которых мякоть яблочек более сладкая, а уж в последнюю очередь доходит дело до более кислых или даже горьких плодов. Еще до прилета свиристелей рябины промышляют славки-черноголовки. Им-то и достаются самые сочные и сладкие грозди, готовые к употреблению еще до морозов. А вот для кого рябина точно не предназначена, так это для семеноядных птиц – дубоносов, зеленушек и юрков. Все они добираются до самой питательной части плодов, до семян. Даже красавцы-снегири и те едят семена. Но, к счастью, яблочек рябины хватает на всех – и на семеноядных птиц, и на целевых распространителей семян вроде дроздов, свиристелей, скворцов и славок. Во время трапезы, особенно в первой половине зимы, свиристели нередко роняют отдельные плоды или даже специально их выплевывают. Упавшие на землю плоды – это падалицы. Падалицы и птицы будут питаться на обратном пути, ближе к весне, когда запасы провизии исчерпаются. Хотя какую-то часть подберут сразу, не дожидаясь сурового февраля и марта. В более южных регионах свиристели охотно будут есть и виноград, заботливо оставленный сердобольными садоводами. При определенной погоде бывает, что птицам перепадает немного забродивших ягод. В этом случае они на некоторое время могут потерять способность к полету. А если совсем не повезет, то даже врезаются в окна домов. Один такой свиристель врезался в стекло офисного здания и получил травмы, несовместимые с полетом. Он прожил у нас почти год, став почти ручным, и виноград был его любимым лакомством. Давай еще. Боярышник свиристели ценят не меньше рябины и винограда.
Только вот крупные ягоды проглотить не всегда получается. Может быть, по этой же причине не так часто свиристели едят шиповник. Но когда придет пора, доберутся и до плодов шиповника. Дольше всего висят нетронутыми костянки красной калины. Тот, кто пробовал на вкус эти симпатичные сочные плоды, тот знает, что и запах, и вкус у калины специфические. Прекрасно знают это и свиристели, но когда прижмет голод, возьмутся и за калину. И если рябину, боярышник, шиповник и калину может в том или ином виде употреблять и человек, то черные ягоды обыкновенной берючины для нас, людей, уже ядовиты. Луженые желудки свиристелей, к счастью, готовы принять и берючину. Особенно хорошо, что берючина – это кустарник, который хорошо переносит стрижку и другие невзгоды городской жизни, а потому нередко используется в декоративных целях. Несмотря на довольно сочную диету, свиристели все равно нуждаются в питье, поэтому зимой они охотно и регулярно едят снег, чтобы утолить жажду. Если нет ни снега, ни открытой воды, свиристели улетают, даже если на деревьях еще много плодов для пропитания. Вообще эти северные гости с хохолком трудно предсказуемые кочевники. Они живут и гнездятся в зоне таежных лесов северного полушария, а их кочевки год от года сильно зависят от урожая рябины, можжевельника, крушины, калины и прочих деревьев и кустарников с сочными плодами. Как непостоянные кочевки свиристелей, так и непосредственные места гнездования регулярно меняются. Шутка ли, а гнездо свиристелей нашли впервые в 1856 году. В России детальные наблюдения за гнездовой жизнью провели спустя столетия, в 1957 году. Тогда на острове Ладейный в Кандалакшском заповеднике выяснили, что птенцов свиристели выкармливают одновременно насекомыми и растительными кормами, бутонами черники, прошлогодними ягодами брусники и клюквы. В отличие от периода кочевок, когда шумные стайки легко привлекают к себе внимание, в гнездовой сезон свиристели крайне скрытные птицы. Пары у свиристели образуются лишь на год. Может быть, потому уже осенью отдельные самцы начинают ухаживать за самками, пытаясь угостить самой вкусной ягодкой. Этот нехитрый ритуал приобретает ключевое значение, когда самка сядет на яйца, а заботливый самец будет ее кормить. Но это все впереди, до весны еще дожить надо. В марте и апреле свиристелям уже не до жиру, едят, что Бог послал. Моченое яблоко, чудом уцелевшее до весны, значит яблоко. Целиком не проглотишь, но отщипывать по кусочку тоже не запрещается. Сливы или терн, превратившиеся в чернослив, тоже пойдут в употребление. Не побрезгуют и падалицы и боярышника, оттаившей на проталине. Почки лиственницы, кажется, тоже лопнули как раз вовремя, когда уж с голодухи хоть снег ешь. Пробуют свиристели иногда и орешки липы. Да только какой с них прок? Наверняка пройдут транзитом, только зря желудок потревожит. А вот кленовый или березовый сок – другое дело. Какой-никакой сахар. Всяко лучше, чем снег глотать. Впрочем, из всех пищевых пристрастий свиристеля самое необычное – это вовсе не сок. Если вы пьете чай или просто кушаете, лучше на время отложить трапезу в сторону, поскольку следующее видео может немного испортить вам аппетит. Хотите верьте, хотите нет, но свиристели зачем-то едят помет синиц, воробьев и других пернатых, собирая его с ветвей деревьев недалеко от кормушек. Отдельные ученые считают, что из помета свиристели получают минеральные вещества, которых не хватает из-за их вегетарианской диеты. Тем более забавно, что на этом круговорот веществ в природе не прекращается.
И под деревьями, где подолгу сидят свиристели, после трапезы рябиной нередко кормятся голуби, подбирая непереваренные семена, прошедшие через желудочно-кишечный тракт свиристелей. К счастью, для распространения рябины власть голубей ограничивается обычно населенными пунктами, а за их пределами миссия дроздов и свиристелей выполняется безукоризненно. В песне про тонкую рябину, которая не могла перебраться к дубу через дорогу за рекой широкой, есть и надежда. Надежда, что, по крайней мере, дети рябины смогут в будущем прижаться ветвями к могучему дубу. Нужно только не скупиться на урожай, чтобы дрозды или свиристели заметили приглашение на пир и сделали бы свое доброе дело.